Здравствуйте, дорогие друзья! Пришло время подвести гоночные итоги прошедшего 2017 года. Откровенно говоря, для гоночной, да и всей мобильной индустрии в целом год был слабоват. Но я нашел силы собрать все более-менее играбельные проекты из App Store и Google Play, а вы проголосовать в нашей группе ВКонтакте. Так что освобождайте место на своих устройствах, ставьте плюс и устраивайтесь поудобнее. У нас действительно всегда есть во что поиграть. Совершая покупки через интернет, обязательно пользуйтесь кэшбэком. Благодаря надежному и проверенному сервису Мегабонус вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки. Работает он более чем в 300 магазинах. Разумеется, присутствует удобное расширение для браузера, которое позволяет даже отслеживать посылки. Устанавливается оно в один клик. Вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве вознаграждения Мегабонус дарит до 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом у друзей кэшбэк не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. Для разминки начнем с однопальцевого, но дико хардкорного таймкиллера в лице Finger Driver. Управляя рулевым колесом, нам надо будет двигаться по извилистой дороге и всячески пытаться избежать съезда с трассы. Попутно нужно собирать монетки и бонусы, которые, к примеру, могут защитить машинку на один съезд. Игрушка хоть и бесконечная, но разработчики подготовили свыше 60 заданий, выполнить которые будет очень сложно. Жаль, что чрезмерно однообразно. Чем больше метров вы проезжаете, тем более сложным становится силуэт трассы. Да и руль можно крутить лишь одним пальцем, а конечных положений нет. И из-за этого запутаться, в какую сторону поворачивать баранку, проще простого. Игрушка неказистая во всех планах, но затягивающая и забавная. В очереди поиграть, убивая минутку-другую, самое то. Хотя по сути, добавив более сложные уровни с финишем, препятствия, разнообразные цели и соперников, можно было бы получить очень крутую аркаду. Но, видимо, это не метод разработчиков. Игра бесплатная и с рекламой, которая в свою очередь без интернет-соединения не отображается. Сьюг Multiplayer Racing — это уже представитель двухпальцевых онлайн-гонок. Чувствуете с каждым новым местом нашей подборки накал страстей? В общем, эти гонки для самых маленьких. 2 дорожки и 2 кнопки предоставляют вам шанс стать первым из 4 в заезде. Попутно собираем монетки, бустеры, не пропускаем дорожки ускорения, не даем себя обогнать оппонентам, можно и кого-нибудь столкнуть, если масса автомобиля, конечно, позволяет. Вне заездов приобретаем и прокачиваем тачки. Для этого есть голда и кристаллы. И даже дадут возможность сконструировать собственный трек. Не забываем контролировать таблицу лидеров. Главный недостаток, помимо простенького управления и такой же незамысловатой графики, нереальное количество рекламы. Средний по уровню тяжести и вовлеченности донат и необходимость постоянно висеть в онлайне. А еще здесь есть энергия, необходимая для захода на уровень. Бич современных гонок. Да и вообще всех онлайн игр в целом. В общем, судить о жадности разработчиков не будем. Тут и так все очевидно. По сюжету Breakneck. Какой нафиг сюжет? О нем я почему-то узнал лишь из описания в App Store. В общем, в будущем есть зоны, на проезд которых отводится время. В зоне необходимо собирать бонусы, монеты и ехать как можно ближе к стенам сооружений, дабы заряжать ускорители энергии. И вы не поверите, ускоряться. И чем чаще вы это будете делать, тем больше вероятность доехать до финиша. Попутно мы будем выполнять задания из меню, за завершение которых можно будет повышать свой уровень, раскрашивать корабль, покупать бонусы и прокачивать навыки, дающие преимущество во время заезда. Как вы уже поняли, стартовать каждый раз придется с уже известных локаций, но они обновляются каждый день, как и задания. А вот заехать далеко будет сложно, но по мере раскачки вполне реально. Графика симпатичная, управление простое, но рельеф, необходимость ездить вплотную и внешние факторы, вроде лазеров, неплохо усложняют процесс, что здорово. Не хватает оптимизации под iPhone 10 и соревновательного момента, который легко бы мог дать мультиплеер. Только я говорю о полноценных заездах с реальными оппонентами онлайн, а не со счетом, который набил или прокачал жульническим способом Вася на Android с другого конца планеты. В будущем все будут ездить на автоматизированном овощном транспорте, кроме ряда граждан, в жилах которых течет бензин. Дуэльные заезды на гиперинерционных авто не кажутся такими уж и простыми, и тут многое зависит не только от пилота и тачки, но и, конечно же, соперника, дорожного трафика и удачи. Сразиться можно будет в карьере и сетевом мультиплеере, поразмяться в быстрой гонке, правда толку от которой не так уж и много. Графика в проекте симпатичная, задумка более чем. Несмотря на то, что это по сути Subway Surfers, только в гоночном обличии. Есть покупка и прокачка тачек за заработанные компоненты. И конечно же куча доната. Игрушка классная, но не хватает большего количества гонщиков, участвующих в одном заезде. Дуэли это как-то слабовато. Выходили бы на старт не 2, а 4 болида, вот тогда было бы настоящее жожово.
Несмотря на то, что Car X Drift Racing прочно удерживает лидирующую позицию среди мобильных дрифтовых аркад, в этом году состоялся дебют довольно неплохого симулятора дрифта. Как об этом утверждают разработчики, это и не про неплохого, это я про симулятор. Хотя я лично считаю, что нельзя называть игру симулятором движения боком, если резина не стирается. В общем, наваяли более 30 культовых авто, добавили трассы для карьеры и тренировки, и прикрутили адекватную физическую модель с неплохой графикой. Как результат, более 5 миллионов игроков. Иногда назревает скука из-за отсутствия мультиплеера или каких-нибудь веселых режимов, вроде джимханы, парного дрифта или задания типа «Сбей все флажки на треке спойлером». Складывается такое впечатление, что ты один играешь в эту игру, не ощущаешь силы сообщества, как в том же DriftX. Благо есть мероприятие. Ждем от разработчиков апдейтов с новыми режимами, больше тюнинга, он тут есть, но базовый, и все у них, я думаю, получится. И да, когда добавят нормальную оптимизацию под iPhone 10, а то вроде замостили на весь экран, но получилось как-то убого, что лучше бы не оптимизировали вообще. Race Kings — это симулятор двухкнопочного дрифта. Как так, спросите вы? Да все просто. Трасса поделена на участки разгона и непосредственно дрифта. Перед последним главное вовремя дернуть ручник и подгазовывать на максимальных оборотах, а затем вовремя перейти на участок разгона с утопленной тапкой в пол. Вот и вся механика игры. Дальше покупка лицензированных тачек и игра в мультиплеере. Заезды опять же сугубо дуэльные, но дрифту это уже простительно. Хотя дуэльность тут условно, ведь идет борьба не за очки дрифта, мы же не управляем баранкой, а за время. Получилось, что и не дрифт и не кольцо, а что-то среднее, но как показывает практика, довольно весело, потому что никаких проблем в том, чтобы найти оппонента, по рангу нет. Жирный минус — отсутствие оффлайн карьеры. В остальном все няшно, симпатично и вполне играбельно. И бесплатно, как вы любите, и конечно же с донатом, куда же без него. Наверняка бывалые геймеры знают, что слово менеджер в названии практически любой игры означает, что непосредственных действий в том или ином спорте происходить не будет. Лишь холодный расчет, трансферы, доходы и расходы и прочие важные и не очень аспекты. Motorsport Manager Mobile 2 является сильным представителем жанра. Создайте собственную команду и возьмите в свои руки принятие всех важных решений. Нанимайте пилотов, инженеров, покупайте детали, разрабатывайте новые авто. А если вы никогда не пробовали такой жанр игр, то у вас есть потрясающая возможность сменить кокпит Формулы-1 на пиджак и многомиллионные контракты. Менеджер получился действительно сложным, увлекательным, невероятно красивым, что редкость для такого жанра, атмосферным и проработанным до мелочей. Из недостатков, пожалуй, стоит отметить только ценник и встроенные необязательные покупки. Но пользовательский рейтинг в 5 звезд говорит о том, что оно того стоит. Однозначно. Гонки на самолетах? Почему бы и нет? Тем более тут все выполнено по высшему разряду. За основу взяты реальные самолеты времен Второй мировой, 5 разнообразных режимов и, конечно же, куча живых игроков. Здешняя вакханалия напоминает револьт, только в мире самолетов. От пилота требуется максимальная концентрация за окружением, оппонентами и бустерами, филигранная точность при выполнении маневров, меткая стрельба и грамотное дозирование газа. Игра по сути офф-топ нашей подборки, потому что я про нее вспомнил в самый последний момент. У серии Sky Gamblers есть немало крутых игр на воздушную тематику, а тут получилось такое комбо боевых самолетов и гонок. Crash of Cars — это настоящее безумие в мире гонок. Симбиоз револьт с игрушечными машинками и собираемыми бонусами в виде различных пушек и приспособ для усложнения жизни другим гонщикам и флэт-аутовской арены. Куча различных по характеристикам тачек схлестнутся на 8 площадках со специфическим рельефом для уничтожения друг дружки и сбора корон. Присутствует система миссий, одиночка и большущий рандомайзер. Конечно же, есть реклама и лояльный донат. Больше сказать нечего. Попробуйте сами. Игрушка веселая и скоротечная. Конечно, зависит от вашего уровня и тачки. Я, если честно, ожидал, что именно Асфальт, благодаря своей узнаваемости, займет первую строчку нашего рейтинга, но здравый смысл взял свое, несмотря на то, что отпрыск у Gameloft получился довольно неплохой. Драговые гонки пользуются сейчас популярностью как никогда. Классические режимы уже немного приелись, что, по-видимому, и стало веской причиной создавать эту онлайн-аркаду. Все выполнено красиво, есть лицензированные тачки, правда у меня такое ощущение, что покупали то, на что хватило денег, ибо разброс между единичными моделями
Volkswagen, Mazda, Pagani и Acura поражает. Не в хорошем смысле этого слова. Плюс самих авто довольно мало. Онлайн и карьера. Да, и есть заезды на 4 игрока, что несомненно круто. Понравился тюнинг, но сюда, конечно же, прикрутили донат, который с каждой гонкой будет лишь усложнять жизнь и сокращать количество заездов, ибо на ремонт алмазов не наберешься. А еще хочется сделать жест рука-лицо от количества бестолкового пафоса во вступительном ролике и некоторых предгоночных заставках. Все это нагоняет лишь испанский стыд. Эй, вы, разработчики Асфальт, среди вас затесался режиссер 8-го Форсажа? Не надо так. Получилась красивая, играбельная, даже затягивающая, но дико задоначенная игра. А вот со следующим проектом все куда прозрачнее. Почетный победитель 2017 года в жанре гонок и в моем личном рейтинге, и по голосованию в нашей группе ВКонтакте Grid Autosport. По сути, революция в жанре мобильной гонки. Оно и понятно, ведь это практически полноценный порт проекта консольного уровня. Да, игра на данный момент не идеальна, но разработчики прикладывают колоссальные усилия по ее доработке. Оно-то и понятно, ведь копия игры стоит $10. Grid Autosport мы уделили очень много времени на канале, поэтому я рекомендую посмотреть полноформатный обзор. Нет смысла, я уже сбился со счета, который раз рассказывать про здешний реализм, качество, физику, тачки, модель их повреждения, трассы и прочие важные аспекты. Остановлюсь на актуальных проблемах, а они есть. Убогая прорисовка кокпита автомобиля, не очень комфортное управление, отсутствие полноценного мультиплеера, очень сильный нагрев устройства, тротлинг и вытекающие тормоза после нескольких заездов, а также отсутствие порта для Android, по крайней мере на данный момент. Лично меня больше всего раздражает управление, но не могу я к нему привыкнуть. Это я про режим с руля, а не с наклонным устройством. С руль? Это животное такое? С остальным пока можно мириться, но игра однозначно стоящая. Кстати, если вы думаете, что ценник велик, то учтите тот фактор, что все имеющиеся и грядущие DLC, тачки и трассы доступны сразу. В игре вообще нет никакой валюты. Хочешь прокатиться на суперкаре в первый же трек-день? Пожалуйста. Главное, чтобы хватило мастерства. Буду надеяться, что для себя вы хоть несколько гонок донашли, и они пришлись вам по душе. Значит, цель достигнута. Если оказалось недостаточно, то обязательно посмотрите на подборки лучших игр по другим жанрам. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале Протек. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Разумеется, если подпишитесь на канал. Пока-пока.